Все мы знаем, что отпечатки пальцев являются одними из важнейших доказательств в судебных расследованиях. А в последнее время популярные линии каждый день миллионы человек используют, чтобы разблокировать свои смартфоны или ноутбуки. И это достаточно безопасно. Ведь полное совпадение узоров на наших пальцах по статистике случается не чаще, чем в одном случае на 64 миллиарда. Поэтому складывается впечатление, что узоры на наших пальцах были созданы лишь для нашей идентификации. Но, конечно, это не так. Узоры на пальцах формируются у внутриутробных малышей примерно к 6-7 месяцам. При этом узор на пальцах каждого человека уникален. Даже у близнецов, имеющих одинаковую ДНК, разные отпечатки. И все же науке известен такой любопытный феномен, как адерматоглифия. Это мутация в гене, благодаря которым пальчики гладкие и без узоров. И все же зачем у нас есть папиллярные линии и какой биологической цели они служат? Существуют две основных версии, которые не исключают друг друга. Во-первых, мелкая текстура на коже пальцев и ладоней повышает сцепление с естественными поверхностями, которые сплошь немного шероховаты. При отсутствии ярко выраженных когтей такое приобретение, как кожные гребни, кажется очень полезным. Здесь можно провести аналогию с зимней резиной на автомобиле. Чтобы проверить этот вариант, исследователи даже провели эксперимент, в ходе которого сравнили сходство функционального предназначения автомобильных шин с узорами на подушечках пальцев у человека. Во-вторых, наличие узора может повышать чувствительность к упомянутой шероховатости поверхностей, определяемой на ощупь. Человеческие руки лишены не только когтей, но и волосяного покрова на ладонях и кончиках пальцев. Но именно нервные окончания, обвивающие подкожную часть волосков, обеспечивают основную чувствительность кожи к движениям и вибрациям. Кроме того, отпечатки пальцев фигурируют в качестве важнейших доказательств в судебных расследованиях. В 1910 году Томас Дженнингс скрылся с места убийства, но оставил зацепку, которая решила его судьбу. Это были идеальные отпечатки пальцев на высыхающей ограде возле дома, где он совершил преступление. Отпечатки пальцев Дженнингса стали первыми в истории, которые были использованы в качестве доказательств в уголовном расследовании, и они привели его к осуждению за убийство в 1911 году. А пока на этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Пока!